Дирижерская профессия представляет из себя сложнейший комплекс сочетания абсолютно разных профессий, которые вот именно объединены в этом. Так, например, педагог. Ну, вы знаете, что маэстро переводится с итальянского как учитель. Педагог, учитель, как композитор, как дирижер. Психология должна быть освоена дирижером как ни для кого. Настолько этот предмет важный, потому что, например, буквально с первых аккордов, если вы не в состоянии определить потенциальные возможности этого оркестра, то вам придется трудиться гораздо дольше, потому что вы будете блуждать, вы будете искать способы найти контакт с оркестром. Если же контакт не будет найден, то ну, в лучшем случае это непонимание, а в принципе это фиаско. Тем более оркестранты всегда говорят, что когда дирижер идет к пульту, то мы уже по его шагам знаем, либо он нас, либо мы его. Вот, это равно как и дирижер. Буквально вот 2-3 аккорда, и уже будет ему понятно. Это я имею в виду тонкому психологу. Умение общаться с оркестрантами. Например, в России, да, в зависимости от высоты классности оркестра, от профессионализма, требовательность может быть изменена в качестве интонации обращения. Ни в коем случае нельзя с высококлассными оркестрами обращаться высокомерно. А очень часто из-за, может быть, даже не из-за нежелания как бы быть на равных, а вот из-за нервной распущенности. Это у человека, который выходит за пульт и вынужден выполнять очень серьезные для себя задачи, его нервное состояние заставляет делать непозволительные вещи, которые он никогда себе не позволит сделать в спокойном состоянии психологическом. Я подчеркиваю, что контакт с оркестром для дирижера, который мыслит об оркестре как об инструменте, ничего хорошего не сулит. Всегда вспоминаю замечательные слова Геннадия Николаевича Рождественского, которого я очень люблю и которому очень обязан. То, что оркестр – это не инструмент, это не набор клавиш, а это общество, сообщество творческих, абсолютно зрелых личностей, которые могут не только ответить на ваше предложение, а ваше предложение – это система символов, не только мануальных, которые распознает оркестр, но и предложить свое видение, что необычайно важно. Я по этому поводу хорошо помню фразу Игоря Федоровича Стравинского, который в 1962 году, приехав в Москву, впервые за долгий период своего отсутствия, его попросили, чтобы он на своих концертах продирижировал «Весну священную», «Жар-птицу». И вот «Весну священную» для него очень долго Евгений Федорович Светланов готовил с госоркестром, репетировал. И когда он вышел за пульт, продирижировал, то оркестр, конечно, сыграл блестяще. На что Игорь Федорович сказал: ну что ж, читается листа неплохо, теперь давайте работать. Это я как раз и говорю о том, что значит, когда оркестр предлагает. И тут опять очень важен дипломатизм, то есть умение правильно выстроить взаимоотношения с оркестром. Это еще одно из важнейших качеств
Знаете, сейчас очень много таких дирижеров, которые ошибся, и тут же: Гавой, что вы там играете? Ну, всем ясно, понимаете, король-то голый, а он чем-то пытается прикрыться, и причем очень неумело. Однако, запомните, никогда нельзя унижать. Это вот такое самое, может быть, самое подходящее слово. А нужно подхвалить и поправить. Причем поправить так, чтобы он не просто согласился, а чтобы оркестрант почувствовал, что он может это сделать. И он это сделает без всякого труда. Запомните, это самое главное, не топить, а похвалить и поправить. Поправить после похвалы. Вот. Вы, конечно, помните, что у Сергея Васильевича Рахманинова есть одна замечательная фраза, что артисту нужно только 3 вещи. Похвала, похвала и еще раз похвала. Вот. Теперь, что касается слуха. Многие молодые люди, которые мечтают, или даже иногда бывает так, уверены, что они достойны заниматься этой профессией, они не имеют, может быть, одного из самых главных качеств – это слух. Слух должен быть утонченный, абсолютный, насколько это возможно. Любой из оркестрантов, почувствовав, что он не замечен, он вне зоны внимания слуховой, все, он будет вам творить такие чудеса. У меня только однажды, мой первый концерт с заслуженным коллективом республики, оркестром Мравинского, я тогда играл сюиту из балета «Болт» Шостаковича. И вот в одном месте контрфагот смотрит на меня так хитренько, и бац, Рэби Кар сыграл вместо Рэби Моль. Ну, я недолго думаю, тут же на него Рэби Моль. Все, меня больше никогда не испытывали. Такого рода взаимоотношения, конечно, они необычайно важны для того, чтобы люди никогда не замечали продолжительность репетиции. Если только она кажется короткой, вы успешны. То же самое, как, скажем, в вашем представлении, если вам кажется, что то произведение, которое вы выучили или подготовили для работы с оркестром, оно кажется вам коротким, это хорошо. Вот. При том, что как работает над партитурой, ну это может быть отдельный разговор, но могу сказать, что начинать нужно подход к партитуре с высоты птичьего полета. И так бесчисленное количество раз до микроскопного изучения. И потом опять отдаляться. Это все вот составляющие. Характер дирижера. Во-первых, он должен быть справедливым. Во-вторых, милосердным. Но в абсолютно правильном понятии. Жалеть нельзя. Равно как нельзя прощать предательство. Никогда. Оркестранты любят, когда их подхваливают. Кроме похвалить, это значит заработать себе дешевые дивиденды. Это плохо. Надо обязательно делать это конструктивно, то есть в интересах исполняемого произведения. Всего-навсего. Вот. И людей надо любить. Обязательно. Нельзя ставить себя выше других. Чем это положено? Я, мне кажется, рассказал в отношении человеческих качеств очень много. А вот теперь профессиональные. Что такое двигательная система дирижерского аппарата? Значит, это не только руки. Это ноги, это тело, туловище, это голова, это ракурс разворота, это очень широкое зрение, которое надо развивать обязательно, панорамное. Вот. И это необходимо для того, чтобы вы, глядя на флейты, могли спокойно сказать, что делают контрабасы. Это нужно только вам, понимаете? Теперь в отношении рук.
Руки – это в дирижерском искусстве это последняя инстанция. Самая яркая, самая выразительная, но это последняя, потому что все заранее формируется в вас. И желание показать, и умение точно совпасть, допустим, с ногой балетного солиста. Кстати, балет самый трудный в дирижерском искусстве, аккомпанемент. Безумно трудный. Теперь, что касается мануальной техники. Рука дирижера – это как, наверное, скорее всего, это как рыбий хвост. Даже не крыло птицы, а именно рыбий хвост. Когда оно очень пластично, очень обаятельно, но постоянно в движении, за исключением фермат. Ну, ферматы у рыб вы тоже можете видеть. Я имею в виду с огромными плавниками, понимаете? Другое дело, что вот это делать не надо. Потому что малейшее отклонение от правильной траектории движения кисти или пальцев, локоть создает максимум возможностей для того, чтобы часть оркестра играла по кисти, а часть по локтю. Всего-навсего. И теперь самое основное. Цеховой секрет. Внутридолевая пульсация. Это у нас будет сейчас игра в лошадки. Вот он. Трехдольный размер, который вы должны продирижировать на раз. Палочку отставьте. Ага. Вот. Теперь смотрите. Нет. Вот это мое никому не дам. Понимаете, вот сразу как выражение рук. Вот, да. Смотрите, вот отсюда вот исходит определенная энергия. Понимаете? И вы этой энергией управляете. Вот чувствуете мои руки? Да? Да. Ну вот, теперь я попробую почувствовать. Да, тепло, молодец, хорошо. Вот, теперь смотрите, я вам покажу, а вы потом повторите. Сначала играем вдвоем. Вдвоем. Один пианист играет правую руку, маэстро левую. Или наоборот. Пожалуйста. Спасибо. Как вас зовут? Владислав. Владислав, играете сзади. Обратите на это внимание. Нет, еще раз. Теперь объясняю. Смотрите, Корнелиус. Да. Значит, опустите пока эту руку. Отдайте руку полностью. Плечо отдайте, плечо. Вот так. Посмотрите, не играем. Раз, два, три раз. 3 раз. Понятно, да? Третью долю накрываем. Давайте я вам сейчас покажу, а потом вы сами. Сначала. Хорошо. Не надувать. Губы не надувать. Не надо. Дирижер должен быть даже внешне чистый, само совершенство. Ладно? Давайте, пошли. Нет, не толкать. Локтя почти нет. Смотрите, видите, вот что работает. Представьте себе, что вы пользуетесь столовым прибором. Хотя бы вилкой или нож. И вот, смотрите, вот вы берете и вот таким вот образом кушаете. Понятно, да? Ничего лишнего. Пошли. Давай. 3 раз, 2, 3 раз. Нет. Третью долю накрывать, а не вторую. Не играем. Раз, два, три. Раз, два, 3 раз. Незаметно. Ну-ка давай. Пошли. Нет, не толкать. Нет, не вместе. Ушами объединить ансамбль. Ну-ка. Раз, два, 3 раз, 2, 3 раз. Не отпрыгивать. Вот так нельзя. Нельзя отпрыгивать. Вы знаете, что такое рессора у автомобиля? Или амортизатор? Что это такое? Ну,
Амортизатор. Да, а что он амортизирует? Смягчение удара. Смягчает. Так вот, у вас амортизатор должен работать на отскок. На отскок ничего нет. Раз, два, три раз. С устремленностью к первой доле. Да. Пошли. А как вы думали? Пошли? Раз, два, три раз. Три раз. Не толкать. Стоп. Зажал. А теперь все смотрим внимательно. Так, давай за мной повторяй. Давай. Извини, что на ты. Так, зажал, все зажал. Раз. Свободные кисти. Теперь локти, оп. Ага. Расслабить. А теперь плечи, хоп. Есть? Ощущение здесь тянет, хорошо. Вот. Постоянно делайте это упражнение. Ну и пошли. Свободной рукой. Нет, пальцы совершенно бесхарактерные какие. Ну-ка. Так, вот челюсть нижнюю выдвинул. Да, это все хорошо. А здесь-то тоже. Здесь же тоже должна быть определенная императивность. Пошли. И раз, два, три. Раз. Три раз. Не ныряй. Стоп. Хорошо. Так, теперь смотри внимательно. Давай, смотри. Раз. Коснуться, понимаешь? А ты как от горячего отскакиваешь. Ясно, да? Запомнил? Ну-ка, не отскакивай от горячего. Вот, как кошечку гладишь. Ну-ка, только в вертикальном. Лучше. Два, три. Нет, вторую долю нельзя накрывать. Надо третью долю. Смотри внимательно. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот он треугольник. Смотри. Раз, два, три. Значит, будет раз, два, три. Раз, два. Три раз. Вот раз, вот два, вот три. А теперь в вертикальном положении. Раз, два, три раз. Ясно? Так, молодец. Ну, давай. Пошли. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Молодец. Иди осмысливай. Так. Давай. А если пятку сдвинуть? Ну, попробуй сдвинь. Темп, давай. Стоп. Вот тоже ошибка. Смотрите. Оскар предложил другой темп, а концертмейстеры взяли медленнее. У вас два пути. Либо пойти за ними, либо заставить играть по себе. Совершенно верно. Ну, gentlemen, you can select. Но... Молодец. Стоп. А почему бразды правления бросил? Да. Так вот смотри. Взял темп, да? Дальше иди, а я буду тебя тихонечко направлять, чтобы это было незаметно. Понимаешь, да, вот так. Вот, иди, говорю. Иди, да, вот. Понимаешь, да? Ощущение какое? Незаметное управление. А вот сейчас ты упустил бразды. Ясно, да? Ну-ка, давайте еще раз. Музыка. Все. Ра-па-па-пам. Хорошо. Так, можно еще разочек со мной? Я не показал. Так, ну-ка. Нет, в тебе не было уверенности. Понимаешь, да? Корнелиус, обрати внимание, да? Пошли. Нет. Станислав Ильич абсолютно правильно среагировал. Спугнул. Спугнул. Ну-ка. Нет, у тебя один лишний жест. Вот этот вот получается. Нельзя его делать. Оп. Хорошо. Отлично. А теперь для того, чтобы сделать ускорение, мы сделаем что? Провокацию. Смотри.
Пробуем? Давай. Нет, нет. Вот... Я понял, да. Как бы синкопирую чуть-чуть. Нет, не синкопируя. Нет, да. нет, не синкопируя. Я понял, я сейчас попробую, да, я понял. Давайте, ага. Стоп! Вот первый сейчас был правильный в очередной. Теперь смотри, Оскар. Дело в том, что, слушайте внимательно, когда мы накрываем вторую долю, дальше мы дожидаемся, пока доиграют пианисты вторую, третью. И к первой устремляемся. Ну-ка, первую точно вовремя. Пошли. Молодец. Хорошо. Стоп. Ну, теперь ты похож на ученика-чародея, который не знает, как остановить. А вот сейчас попробуй, пожалуйста, сделать планомерное, легкое акселерандо. Не надо сильное. Давай. Молодец. Стоп. Во. Ну я же сказал планомерное. Как по-итальянски будет? Чуть-чуть. Ну, пока-а-пока. Пока-пока, да, конечно, да. Не спеша. Еще. Ританута. Траби. Стоп. Вот. Так. Стоп. Стой, говорю. Ну, все понятно. Так, иди отдыхай. Друзья мои, самое главное. Вот, понимаете, это как несешь на блюдце дорогущую хрустальную вазу, наполненную водой. И вот чуть-чуть оступился, и все, и нет ни вазы, ни воды. Поэтому надо быть предельно внимательными, предельно аккуратными в акселеранде. Давай. Застегивай пиджак или снимай. Большая просьба, сыграйте, пожалуйста, точно по руке. Лошади у тебя какие-то. Кривоногие. Ну-ка, еще. Нет. Вот смотри, что самое главное. Подожди. Самое главное. Ты должен зарядить совершенно перманентный процесс. Ла-та-та-та-та. И все. Все. Больше ничего не нужно. Вот смотри, как можно сделать. Спасибо большое. Понимаешь? Вот, Станислав Дмитриевич, мне важно ваше, как бы сказать, удобно играть или нет по руке? С вами это удобно. Ну вот добивайся этого, чтобы с тобой было удобно. Нет, ты начинаешь исправлять то, что не нужно. Вот смотри. Все. Поддерживай. Мягче. Не надо дробления. Я прошу просто мягче, понимаешь, да? Да. Меньше жест сделай, меньше жест. Хорошо. А теперь возьми удобный для тебя темп. Вот, стоп. Вот, так. Ну-ка. Отлично. Спасибо. Сделай постоянный темп. Можно одной правой рукой. Не отпрыгивай. Нет, ты делаешь
минуту. Следи внимательно, пожалуйста. Давай еще раз. Смотри, нет, неправильно. У тебя отпрыгивает рука. Отпрыгивает. Отпусти руку. Отпусти плечо. Я устремляюсь к первой доле, но я не подхлестываю. Давай. Лучше. Вперед. Тут. Нет. Вот это вот не надо делать. Это вихляешь. А самое главное другое. Та-там, пам-пам. Аккуратненько. Давай. Лучше. Так. Не отпрыгивай. Та-дам. Вот. Понял, да? Слышишь? Спасибо. Устремленность должна быть в первой доле. Запомни. И не отпрыгни. Давай. Пошли. Одной? Ну, можно одной, да. Локтем много локтя. Не надо. Представь себе, что у тебя локоть на крышке пианино. Давай. Стоп. Вот, не дергай, смотри внимательно. Как только пошел темп, нравится, не мешай. Да? Это первая заповедь дирижера. Да? Давай. 3 раза. Устремляйся вперед. Ты к первой доле. Нет, не сильно. Спасибо. Вот так. Стоп. Неплохо. Но только смотри внимательно. Вот эта вот устремленность в первой доле, она должна быть незаметной, но волевой. Поняла, да? Так, ну, давай еще раз. Вот, хорошо. Так, ага. Так, хорошо. Стоп. А теперь представь себе, что у тебя все-таки рука на поверхности. Ну-ка. Нет, локоть на поверхности. Локоть. Давай, пошли. Так, теперь смотри. Возьми мой локоть, смотри внимательно. Вот что. Понимаешь, да? Только пальчик. Ну, конечно. И вы вот за счет уменьшения амплитуды вы тем самым обретаете виртуозность в минимализме. А это очень важно. Очень важно. Давай. Стоп, ты сейчас балуешься уже. Ты сейчас начинаешь ачелеранды делать. Не надо, я тебе этого не говорил. In tempo permanente, sempre. Пошли. Лучше. Хорошо. Вот теперь посмотрите органичность движения руки. Я имею в виду кисти, предплечья, локтя. Сдержанный темп. Теперь меньше локоть. Вот. Спасибо. Удобно, правда? Все, спасибо. Вот это, как это сказать, это в высшей степени настоящий ремесленный, то есть профессиональный уровень. Ремесло в нашем понятии, в дирижерском, это профессиональная готовность выйти за пульт. Ясно, да? Так, Корнелиус, давайте дальше. На 2. Покажите, как на 2 будет. 1, 2. Хорошо. Теперь смотрите, вот перед вами маятник. Видите, да? Замечательные часы. Покажите, как они будут ходить. Вот с такой длиной маятника. Ну-ка, покажите. Ну вот смотрите. Если... Нет. У вас тогда маятник будет вот такой вот величины. Вот. А мне нужно, чтобы он такой был. Ну-ка, давайте.
Нет, нет, вот. Да, конечно. Нет, все равно, нет. Корнелиус нужно старательно выполнять то, что я говорю. Смотрите, вот он, пологий абсолютно. Знаете почему я вам говорю это? Потому что вот это сейчас должно походить на маятниковое движение. Раз и два. И раз. И внутридолевая пульсация будет, смотрите, вот точка касания это раз, а и это смена направления движения. Раз и два. И раз. И два. Так, дома надо будет точно посидеть и посмотреть. Это может быть какой-то предмет, но на нитке. И вот следить внимательно, как замедляется, как меняется направление движения. Могут быть качели, совершенно верно, да. То есть это маятник часов. Потом мы с вами будем еще проходить маятник метронома. Ясно, да? Это все дирижерские движения. Давай. Из-за такта как будет? Нет. А я зачем про маятник все время раз? Нет. У тебя так разве маятник ходит? Нет. Вот. Кстати, обратите внимание, чем больше горизонтали, тем больше легато. Чем больше вертикали, тем больше стаккато. Вот и все. Это тоже, это предельно примитивно, но очень-очень понятно. Давай. А почему замедлил? Почему замедлил? Еще раз, вот восьмушечка. Смотри, вот эта восьмушка и восьмушка, вот это, смотри. Та. Видите, у каждой одна восьмушка здесь, другая восьмушка здесь, при смене направления. То есть, так не делать, это очень важно. Если вторая и четвертая, восьмые будут точно в руке, никаких проблем. Тогда вы управляете оркестром. Понятно? Это вот и есть тот самый очень важный цеховой секрет. Я имею в виду дирижеров-профессионалов. Ну? Я просто вспоминаю, как когда я ставил с Кремлевским балетом с Григоровичем Ромео и Джульетту Прокофьева, то, значит, он вдруг иногда подбегал. Володя, что вы делаете? Здесь же в 4 раза быстрее! Ну, я сразу представился, если там адажу в 4 раза быстрее, что это будет, да? Вот так и ты сейчас, Корнелиус. Я прошу быстрее, хоп, и побежал. Ну, зачем же? Ну, чуть-чуть, немного. Спасибо. Так вот, ощущение должно быть все время большого маятника. Вот оно. И не спеша. Причем, вот попробуй, Корнелиус, сделать маятник. Ну-ка. Нет, это очень быстро. Это не ровно, это очень быстро. Ну, там-пам-пам. Нельзя опускать. Опускать нельзя. Вот конец. Центр тяжести. То есть центр начала качания. Вот он. А это конец. И вот. Только нет, это слишком, нет.
Почему я говорю, дома сделать надо, привязать все, что угодно, любой предмет. Понятно, да? Нет. Слишком задирается. Нет, более пологое должно быть. Вот так. Ясно, да? Так, пробуем. Чуть-чуть живее, чуть-чуть. Сладкую глиозу. Сладкая глиоза после бабы не Воистину сладко. На 3. Нет, вот опять. Маятник. Причем та. Сейчас, пожалуйста, будьте любезны, друзья мои, сыграйте, пожалуйста, только левую руку, но вдвоем. Пошли. Нет, не управляешь восьмыми. Ну, давай. Нет. Ну, а почему так неровно? Чуть живее. Ну, ага. Давай. Нет, не дергай. Маятник разве дергается вот так вот? Он же не дергается? Извини, ради бога. Не обижайся. Пошли. Пошли. Равномерно. Смотри. Вот так. Хорошо. Понятно, да? Так, теперь с мелодией, будьте любезны. Строго на смене направления движения. Восьмушка с гитарный прием. Давай. Чуть-чуть быстрее можно. Нет, не ровно. Ну. Посмотри, Корнелис, что у тебя получается. Понимаешь, да? А нужно, чтобы маятник работал абсолютно ровно. Во. Ну-ка, давай. Не замедляй. Ага. Мешает, конечно, да. Отпрыгиваешь, мой хороший. Ну-ка, давай все-таки добьемся. Только аккомпанемент, пожалуйста. Только аккомпанемент, пожалуйста. Пошли. Так. Пам. Меньше жест. Вот это лучше. Все, отдыхай. Ага. Так. Хорошо. Теперь давайте сыграем с мелодией. Левую руку подключать или только правую? Я думаю, что можно. Но единственное, что вот посмотри, твоя неправильная позиция тела. Смотри. Я понял, да. Хорошо. Возьми естественный темп, Оскар.
левой рукой нужно обязательно показывать 3/4 сетку. Ну, конечно. Ну так сделай более красивое движение, душевное. Вот так, хорошо, спасибо, садись. Хорошо, стоп. Вот так рука теряет свою пластичность. Старайся, чтобы все время было вот брасом плаваешь. Ну-ка покажи. Хорошо. Покажи. Молодец. Так. Ну, вот теперь запомни. Вот так брасом плавать нельзя. И дирижировать так не надо. Не надо, нехорошо. Вот, разгребай. Обязательно. Смотри, видишь? Вот так. Как только сюда рука пошла, это уже определенное образное состояние. Это определенный символ. Этим пользоваться все время нельзя. Ясно? Это образный жест, который применяется, но не так часто, как позволяешь себе это делать ты. Понял? Давай. Всегда, потому что это совершенно другое. Это понятно, что это совершенно другая краска, правильно. Она более правильная. Да. А у тебя это получается однообразно. Это во-первых. Во-вторых, смотри, первый показ вот ти-та-там, вот он правильный был. А второй показ был неправильный. Почему? Я отвлекся на... Понятно. Ну ладно. Так, у кого еще вопросы, друзья мои? Вот я вам сейчас показал трехдольный размер на раз, что необычайно важно. При дирижировании на раз трехдольного размера есть два варианта. Первый – это констатация. Раз, два, три, раз, два. 3 раз. Не отпрыгивать. Отпрыгивать нельзя. Ни в коем случае не отпрыгивайте. И помните о том, что раз, два, 3 раз. И вот когда раз идет рука наверх, то помните об амортизаторе, который гасит у машины отскок. Это очень важно. И второй вариант, кроме констатации, акселеранда. Раз, два, 3 раз. Два, ну то есть чуть-чуть, совсем немного. Помните о том, что дирижер – это блестящее, как бы сказать, олицетворение факта провокации. Вот и все. Если вы помните об этом, то в таком случае вам очень многое удастся. Трехдольный размер на раз, затем маятниковые движения, вот он, 2. Затем такое движение, но это уже отдельный разговор. 1, 2, 3, 4. Или, смотрите, 1, 2, 3, 4. 2 вида маятникового движения. То есть такое и вот такое. Если вы почувствуете, что у вас неровно исполняется какой-то вот определенный отрывок, проверьте себя на естественном движении маятника. Проверьте, насколько... Он через каждые 15, да? Каждый раз, когда вы говорите о маятнике. Да. Ну вот, и имейте в виду, что если вы
правильно возьмете от природы вот это вот маятниковое движение и маятниковое движение метронома, то тогда вам не составит никакого труда точно управлять оркестром, что необычайно важно. Вот, друзья мои, это самый главный цеховой секрет, которым многие не владеют. И если не прислушаются, то у них будут проблемы, и, как правило, эти проблемы увеличиваются в геометрической прогрессии. Все больше и больше. У меня все, вопросы есть? Владимир Александрович, вот хотел бы по поводу вот этого добавить. Не то, что добавить, а просто сказать, что когда вот сейчас вы дирижировали, это чувствовалось, что как только вы начинаете добавлять вдруг вот это движение, Да, нырок. вот, может быть, вы поэтому тоже скажете, что, наверное, это все-таки тоже... Да, это обязательно. Дело в том, что когда происходит вот этот вот нырок, смотрите, Или раз... толкание, А? или толкание. Да, то сразу же вот на время этого вот кивка любой из артистов оркестра выберет себе нужную точку и вступит, и будет по-своему прав, и скажет, что играю по руке. Да. Ну, вопросы есть? Нет? Спасибо. Спасибо. Спасибо.